Друзья, приветствую вас всех. Очень рад снова быть с вами на связи. Довольно давно не виделись, но это только с теми, кто не покидает просторов YouTube. Те же, кто подписаны на наши каналы в Telegram, имеют возможность получать актуальную информацию ежедневно. Так что подписывайтесь, кому интересно. Тем более, что все равно все дома сидим и делать особо нечего. Прекрасная возможность укреплять крипту и себя. Ссылки на каналы под видео. Толчком для данного видео послужил вот этот пост о дальнейшей судьбе биткоина, ну и обо всем, что с этим связано. Вообще-то готовил видео о нашем токене, но пришлось отложить ввиду важности и актуальности вопроса. Итак, вопрос по биткоину в свете сегодняшних реалий. То есть, какое влияние коронавирус и карантин окажут на ценовое состояние биткоина в средние сроки? Ведь не за горами столь ожидаемый халвинг. Да, ситуация непростая, так как карты сильно смешивает именно неожиданный всеобщий карантин. Теханализ действительно указывает на некий рост биткоина. Давайте взглянем на график. Это график общей капитализации с начала января. Пару дней назад в одном из постов говорил о том, что есть некое стремление достичь 200 миллиардов в общей капитализации и даже превозмочь этот уровень. Сейчас это уже случилось. Было два варианта развития событий. Либо увеличение общей капы только за счет прироста капитализации биткоина, либо биткоин остается во флете и прирост общей капы обеспечивается вторичными сильными альтами. Состоялся смешанный вариант с преобладанием первого, то есть прирост общей капы произошел в основном за счет биткоина, что и ожидалось. Почти все альты остались во флете. Но что теперь будет происходить дальше, вот что нам важно понять. В этой связи необходимо рассмотреть несколько странные взаимосвязи. Они могут показаться таковыми для некоторых, но мы должны их рассмотреть, чтобы иметь полный набор вероятных движений как биткоина, так и сильно зависящих от него альтов. Какие это странности? Эпидемия, карантин, фьючерсы, биткоин и возможное взаимоотношение этих двух причинностей. Говорить о том, что коронавирус подложили, чтобы уронить крипту и биток, мы не можем. Здесь нет прямой взаимосвязи. Карантин понадобился для решения более широких и глобальных вопросов. Поговорим позже об этом. Но вот использовать всеобщую напуганность можно просто заодно и как бы вскользь. Также применительно и к крипте. Откуда появляется мысль в таком направлении? Спросите вы и будете правы. Прямых указаний на это нет. Но все же обнаружилась некая взаимосвязь в виде легкой манипуляционной тени. Первое. Биток, как по команде, обрушился вместе со всем остальным рынком. Вот сравнительный график биткоина и Apple. Это многим сегодня не кажется странным, так как было тщательно прожевано в СМИ тысячами объяснений. Но это вообще-то очень странно. Биткоин не должен был уйти вниз так сильно. Значит, чем-то внешним помогли. Напрямую биткоин нельзя опустить, как только продав то, что купил ранее. Второе. А чем же можно помочь уронить его под общий шум? Ну, конечно, фьючерсы. Сегодня эта шортовая сеть развита как никогда. CME или CME, BitMEX, Binance, BACT и еще с десяток крупных менял. В конце 17-го хватило одного новоиспеченного CME, чтобы срезать хайп на двадцаточки за биткоин, в чем 2 годами позже и признались буквально пару месяцев назад, типа с целью уберечь невинных граждан от скама, и сами же этот скам устроили, опустив биток до 3. Если помните, CME тогда, в 17-м, как взял указку, так и дирижирует ею до сих пор. Не стоит об этом забывать.
Теперь вопрос, зачем понадобилось поднимать курс биткоина, если уже есть внешние возможности в виде фьючерсов регулирования его цены. Это если мы основываемся на манипуляционной теории, что у нас никак не получается обойти. Ответ оказался простым, хотя стоил мне нескольких месяцев детального анализа. Он таков. Одних фьючерсов не хватает, для необходимого эффекта. И манипуляторам приходится покупать биток напрямую. Напечатали зеленых, зашли. Потом согласованно дают толчок к распродаже, прикрываясь чем-нибудь, а вот подкрепляют силу необходимого движения вниз уже фьючерсами. Туда они могут вбухивать сколь угодно много. Допечатают зеленых и шортят в наглую. Потом на низах закупаются на весь профит от предыдущих продаж, чтобы печатный станок особо не напрягать, и начинается все сначала. Нам нужны доказательства, что это происходит именно так и в такой последовательности. Закупаются битком, организуют легкий рост, фьючерсы тоже в помощь. При зарождении всеобщего хайпа начинают распродавать реальный биток, давая импульс на разворот. Фьючерсами шортят до необходимого уровня и по достижению максимально возможного низкого уровня начинают закупаться битком снова. Круг замыкается. Доказательства чуть позже. Сначала необходимо ответить на вопрос, для чего это делается. Ответ опять же прост. Измотать всех, кто хоть как-то рассчитывает на биткоин и крипту. По самое не хочу. И как видите, за последние 2 года это им конкретно удавалось. Общая капа в конце 2017-го доходила до 830 миллиардов долларов. И заметьте, многие начинали вкладывать свои кровные только с 500 миллиардов. Теперь рады до 250 миллиардов доползти. И выше 400 уже навряд ли пустят в краткосроке. Это в качестве легкой подсказки или доказательства. Как опустили альты, говорить даже не будем. Это просто факт, не имеющий прецедента. Теперь вопрос, а не проще ли было просто все прикрыть? Нет, не проще. А под что потом протаскивать зацифрованный фиат? Надо же создать иллюзию, что народ сам отказался от крипты и полностью доволен цифровым фиатом. Так можно и с наличкой покончить. Все гениально просто. Меня часто спрашивают, во что лучше выйти из битка и альтов. USDT, TUSD, PAX и так далее. Я не буду отвечать на этот вопрос, так как сегодня вас приучат выходить в USDT, а завтра приучат выходить в окно этажами повыше. А если серьезно, то если вышли один раз в USDT или фиат, лучше больше просто не входите в крипту, так как теперь вы всегда неосознанно будете помогать тем, кто держит биткоин и альты в черном теле уже как 2 года. Вы будете сами того не подозревая убивать рынок, на котором вообще-то хотели бы приподняться финансово. Продолжим. Где доказательства, что фьючерсами пользуются как рычагом для очередных обвалов биткоина? Это уже стало привычным, не правда ли? Это же касается и альтов, как присосунчиков биткоина, что тоже очень удобно. Взглянем на график. Это наложение графика биткоина, март подневно, на график объемов проторговки всех фьючерсных менял. CME, BitMEX, Binance, BACT, Huobi, Kraken и так далее. Что бросается в глаза? Общие объемы проторговки всех основных платформ практически удваиваются, утраиваются, красные стрелочки, во время просадки. А вот при восстановлении цены объемы всегда меньше, зеленые стрелки. О чем это говорит? О том, что при просадках вливается внешний дополнительный капитал, работающий только в шорт. Ведь преимущество фьючерсов в том и заключается, что не надо заходить в сам актив непосредственно, а можно беспредельно давить цену шортом вниз, лишь бы денег хватило, в чем нет проблем для тех, кому принадлежит печатный станок. Это очень удобно при соответствующем новостном шуме, принадлежащем тебе же основных СМИ, и не придерешься. Поэтому и говорю, посмотрите на график и доверяйте своим глазам. Это не видно только слепому.
Если вы мысленно уберете все столбцы, над которыми красные стрелки, то увидите нормальную среднюю проторговку. Цена при этом осталась бы на уровне начала графика и даже выше, то есть в районе 10 тысяч долларов за биткоин. Поэтому и говорю, биток обвалился со всем рынком не случайно, а искусственно. Для тех, кому покажется несущественным перепад цены с 10 тысяч до 5, сообщу следующее. Это потеря реальных денег простых пользователей размером в 86 миллиардов только в биткоине. Со всем прочим, это около 100 миллиардов. Деньги немалые и на дороге уж точно не валяются. Вот только теперь, осознав, насколько конкретно нас всех водят за нос, можно приступить к анализу того, что будет дальше. Просто опять взглянем на график. Это CME или CME фьючерсы с 2018 года и по сей день. Что мы можем почерпнуть из него? Отчетливо виден искусственно сформированный коридор от 5 до 12 тысяч. Спросите, почему внизу не 4, не 3? А потому что халвинг. Сейчас эти цены не актуальны, но могут стать актуальными после халвинга. Но не будем забегать вперед. Для тех, кто покупает биткоин не ордерами на биржах, а на обменниках, наиболее вероятная покупка лежит в районе 5500. Чуть выше, чуть ниже, зависит от обстоятельств. Понятно, что до халвинга цена еще успеет приподняться и потом снова опуститься пару раз до некоторых значений. Нижний примерный предел мы уже обозначили, осталось определить верхний. Если мы мысленно продолжим график примерно в такой форме, то обнаружим, что ближайший верхний предел лежит в районе 9750 долларов за биткоин. Это еще до халвинга. То, что будет после, будем разбирать в середине-конце мая. Вероятность того, что цена может уйти выше 12 тысяч непосредственно перед халвингом, конечно же, имеется, но она довольно мала. Попробуем разобраться, почему. Есть большое подозрение, что ее будут гасить теми же фьючерсами, а это те, кто деньги печатает, примерно вот такими же объемами, если не большими. Опять же вопрос, почему? Цена без убытка добычи биткоина, то есть его майнинга после халвинга, будет лежать в среднем в районе 13,5 тысяч. И это будут стараться не допустить те, кому он поперек горла. Это самый простой способ сбить хайп, что позже даст основание для массированного пропихивания в СМИ идеи о том, что халвинг, как и ранее в лайткоине, не дает никаких гарантий для роста цены биткоина. Это должно по задумке довольно сильно пошатнуть основу даже самых отчаянных приверженцев биткоина, рассчитывать в скором будущем на новые максимумы за пределами 20 тысяч. Мы уже здесь можем видеть довольно очевидные меры, принятые заранее. Ну и если хотите, то и здесь тоже. Как раз под общий шум, вызванный эпидемией. О чем, собственно, и речь. Видите, как мы незаметно подошли к той же самой теме совершенно с другого боку. И опять странным образом все совпадает. Было бы неправильно и даже опрометчиво закончить данный разбор на этой ноте, так как даже в элитарных кругах, навязывающих планетарный финансовый порядок, а вернее беспорядок, есть силы, противостоящие имеющейся финансовой системе, основанной на долларе и его могуществе. Об этом говорилось вот в этом видео. Советую освежить в свете новоявленных фактов. Именно поэтому мы и говорим об актуальном дне биткоина на уровне 5-5,5 тысяч, а не ниже в районе 2-3. Вопросу, насколько эти квазипрогрессивные силы смогут поднять и удержать цену биткоина выше 10 тысяч, необходимых для здоровой работы сети, и будет дан скорый реальный ответ, самыми рьяными свидетелями которого мы и станем в довольно скором будущем. Очень надеюсь, что это позитивное противостояние будет достаточно адекватным. Поэтому следите за фьючерсами, их объемы и направления long, short в краткосроке будут подсказывать актуальный каждодневный вектор. На бирже Binance это можно видеть здесь.
фьючерсы. Вот в этом окне вводите курсором и примерно видите, что против чего стоит. То есть баланс лонга и шорта, что указывает на краткосрочный тренд. Вот еще один хороший ресурс – Cryptometer. Здесь мы видим Binance, BitMEX, Bitfinex и Coinbase. Достаточно все очевидно. Следующее видео будет о токене нашей группы, и уже сейчас, немного опережая события, не терпится поделиться новостью, что на нашем обменнике появился график Olbitex к доллару, который вскоре созреет в достаточной степени, чтобы указывать на более выгодные закупки. Правда, сейчас цена немного просела, что в принципе и хорошо для тех, кто хочет захеджироваться в предвкушении скорой, незначительной, а может и более значительной просадки биткоина. Подробнее о нашем токене и обменнике в следующем видео. Ссылки на наши каналы, монетку и обменник вы найдете под видео. Многие актуальные темы обсуждаются в нашем телеграм-канале, так что не забудьте подписаться. А на сегодня благодарю за внимание, вы самые лучшие, желаю всем максимального профита и спасибо вам всем за то, что вы все еще здесь. Она ждала, а дождь все лил. Вдоль берега корабль плыл. Девятый вал глаза в глаза. Не против был ты и не за. Прощальная слеза текла. В ресницы капелькой стекла. Прости, что не успел. Била все то, о чем просила. Изучали глаза, равновесие форму. Без против и за виртуальные формы. Заставляли играть запрещенные роли. Запрещали мечтать о тебе и о воле. Одолжили билет, распечатали бланки. Выключали весь свет, закрывали все банки. Нервно тикал запал, избавляя от скуки. А блестящий металл туго стягивал руки.